Когда вы выщипываете травинку, вся Вселенная содрогается. Что мы знаем о групповой или трансцендентальной медитации? Что мы вообще знаем о медитации? Это древняя техника гармонизации сознания, сохранившаяся за тысячи лет человеческой истории, раскрыла свой огромный потенциал лишь в конце прошлого века, когда оказалось, что вместе с силой мысли человек способен воссоздать рай на земле. Именно тогда несколько групп, практикующих трансцендентальную медитацию, продемонстрировали, что сознание в медитативном состоянии может не только успокоить и сконцентрировать ум, но и способно изменить всю реальность, в которой мы существуем. Вместе. Этот феномен, доказывающий, что когда мы коллективно направляем свою мысль на одну конкретную идею, становится реальностью. Мы называем это эффектом Махариши, как и эффект Манделы, эффект Махариши и другие эффекты, которые мы рассмотрим далее, имеют огромное значение для всего человечества и того, что мы делаем со своей жизнью. На вопрос, возможно ли это, можем ли мы с помощью медитации помочь создать, улучшить и изменить более прекрасное, более осознанный и более пригородный мир, я бы ответил утвердительно, но давайте вместе выясним. Ответы и доказательства в новом эпизоде «Скрытой реальности». Добро пожаловать! И спасибо, что снова решили быть с нами. Эффект Махариши – это относительно новое явление, корни которого уходят к древним ведическим философам, жившим за 2000 лет до нашей эры. Веды известны на протяжении всей истории как одни из основоположников медитации, предшествующие цивилизации инков, которые, как считается, были одними из первых на нашей планете, одной из первых заселивших нашу планету и от которой сохранились первые свидетельства присутствия медитации как части жизни – древних. На протяжении тысячелетий человеческой истории эта техника модифицировалась и обогащалась разными народами, однако нигде в истории нет упоминания об эффекте коллективной медитации. Первым о ней заговорил индийский гуру Махариши Махеш Йоги, который ввел понятие трансцендентальной медитации и считается основателем этой техники. Трансцендентальная медитация – это, как правило, простая техника, которая практикуется в течение 15-20 минут. Ее полезно выполнять 2 раза в день, 1 раз утром и 1 раз вечером, удобно сидя с закрытыми глазами. Это не имеет значения? Я знаю, вы часто спрашиваете об этом, но неважно, лежать ли мне, сидеть ли, встать на колени, преклонить колени, как вам удобно. Преимущества, о которых говорят люди, практикующие эту практику, огромны и включают в себя улучшение концентрации внимания, улучшение памяти, снижение стресса, беспокойства, повышение самосознания и все, что мы ощущаем как базовую частоту. Все эти вещи работают в медитации, успокаивают, дают внутреннее тепло, ощущение всего, что нас окружает и так далее. Но коллективный сдвиг сознания, соединение и ощущение связи со всеми остальными, здесь мы проникаем на глубину. Сдвиг реальности, путешествие между измерениями, связь с отдельными сущностями, контакты с другими расами и мирами, путешествия между галактиками, связь с межгалактическим союзом, связь с Вселенским Севером. Все это возможно. Изменение всего мышления человечества, сокращение убийств и преступности до минимума, уменьшение количества войн – это все абсолютно возможные вещи.
Некоторые из них уже частично произошли, некоторые были доказаны, некоторые из них мы рассмотрим сегодня. Махриши Махеши Йоги делает это предположение не только как гуру, но и как физик с университетским образованием, проявляющий большой интерес к науке о сознании. Изначально в его экспериментах участвовала команда ученых, изучающих мозг, врачей и психологов, которые исследовали древние и современные открытия в области науки о сознании, а также влияние стресса и травм на мозг и нервную систему. По мере развития своих научных познаний Махариши решил пойти еще дальше и бросить вызов Калифорнийскому университету, Гарварда и других медицинских школ исследовать нейрофизиологические изменения во время и после практики трансцендентальной медитации. С тех пор более 400 ученых провели исследования, которые продемонстрировали широкие преимущества техники ТМ в улучшении мозговой и когнитивной деятельности, сердечно-сосудистого здоровья и эмоционального благополучия. Эти исследования были опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, в том числе в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Internal. Его гипотеза заключалась в том, что если определенное количество людей в определенное время посвятят себя какой-то идее и будут практиковать трансцендентальную медитацию, это улучшит качество жизни всех людей, которые находятся в этой ограниченной среде, в этой области, пробуждает чрезвычайно большой интерес. Вскоре после обнаружения этого эффекта Прежде чем я расскажу вам, я хочу поделиться с вами очень интересной и волнующей для меня новостью. Мы с моей командой решили поступить по-другому в интересах истины, и мы создали новый канал, который назвали Чока. Моменты, запертые во времени, именно с этой идеей. Я очень счастлива и благодарна, что спустя столько времени, с тех пор, как «Скрытая реальность» и другие шоу были выпущены, оно остается во времени, и вы все еще смотрите то, что было 2 года назад, 3 года назад, 5 лет назад. С тем же интересом, и я рад, что эти темы продолжают вызывать еще больший интерес в наши дни. Это еще одно свидетельство того, о глобальных изменениях в каждом из нас. И именно по этой причине мы решили создать канал, на котором мы можем посвятить и сортировать те моменты, которые действительно вызывают наибольшее волнение, наибольший резонанс, и которые стоит смотреть снова и снова и снова, и, как я прекрасно знаю, и вы делитесь самыми разными вещами, и спасибо вам за то, что многие из вас завтракают вместе с нашими шоу, или пьют со мной кофе, что очень приятно, или ложатся спать. И для всех вас все эти высадки будут длиться не более 15 минут, так что вы прекрасно можете начать день или закончить его, или когда вам удобно по дороге и так далее. Так что мы сделаем все возможное, чтобы получить максимальную отдачу, и дважды в неделю вы также получите дополнительный контент, независимо от того, смотрели вы его или нет, но напоминание о том, кто мы есть на самом деле, куда мы идем и к чему стремиться. Смею сказать, никогда не бывает лишним, а в мире, столь стремительно меняющемся и окруженном технологиями, вспомнить древнюю пословицу или напомнить себе, что на самом деле значит быть человеком, я считаю, что далеко не лишним, должен становиться все более и более важным. Так что подписывайтесь, мы оставим ссылку ниже. В описании, в комментариях идите туда, люди, которые хотят стать частью этого канала. Вы будете первыми, сейчас там около 2 или 3 сотен человек, но они почти никогда не знают об этом канале, так что если вы хотите быть одним из первых, подписывайтесь и давайте формироваться там, давайте держать дерево растущим, дерево жизни. Одна из первых попыток была предпринята на территории Нью-Дели в ноябре. Группа практикующих трансцендентальную медитацию собралась на территории
Об эффекте исследования индейцы сообщили в апреле 1981 года, и это снижение преступности на 11% от среднего показателя, основанного на статистике прошлых лет. Детальный анализ индийских полицейских показывает, что за этот период не произошло никаких изменений в политике местных властей, не было никаких специальных стимулов против преступности или других методов профилактики, внедренных в ходе эксперимента. Почти в то же время, в 1979 году на Филиппинах другая группа из примерно 400 участников трансцендентальной медитации также провела эксперимент. Их практика оказала значительное положительное влияние на качество жизни, состоящее из общего количества преступлений, выкидышей и других смертей. Интересно, не правда ли? Через несколько лет в Метро Маниле или Метрополитен Маниле повторили свое исследование. В 1974 году группа из примерно 1500 учителей трансцендентальной медитации смогла снизить уровень преступности за пятимесячный период на 12,1%. Являются ли эти статистические данные, полученные в ходе экспериментов, случайным совпадением, или они уже... Мы обнаружили хорошо забытый старый новый способ борьбы с агрессией между людьми, с конфликтами в обществе, со стрессами, тревогами и беспокойством по поводу любых вещах. С повседневными бытовыми проблемами, о которых мы забываем на следующий день, но сегодня готовы поднять панику на соседа, супругу и заработать 2 копейки только потому, что они передвинули нашу ложку, зарядное устройство, пульт дистанционного управления. Они припарковали нашу машину не так, как мы. Они не починили свое кресло. Мы готовы. Мне кажется, что иногда с такой агрессией мы действительно уничтожаем кого-то. И только через час думаем, чтобы сказать: «Подожди минутку». Пока ничего особенного, я отпустил нервы. Да, медитация тоже помогает. И не одна. Англичане не на шутку заинтересовались эффектом Махариши и тоже решили провести эксперимент. Исследование, проведенное в Англии, показало, что группа из 2000 медитирующих людей, практикующих медитацию вместе в течение 2 месяцев, может привести к 60% снижению преступности в определенные периоды. В 1988 году была сформирована группа, практикующая программу трансцендентальной медитации, насчитывающая ровно 1% населения Мерсисайда. За 3,5 года было выявлено значительное снижение преступности на 16%. Практически это означает, что 16% – небольшое число. Однако это означает, что на 170 тысяч, цитирую, преступлений стало меньше по сравнению со статистикой прошлых лет. На 170 тысяч преступлений меньше. Прослеживая историю человечества, многочисленные конфликты, которые привели к массовому уничтожению целых народов, нельзя не задаться вопросом. Техника трансцендентальной медитации способна значительно снизить уровень преступности. Можем ли мы тогда остановить войны, чтобы они не унесли столько невинных жизней? На самом деле, оказывается, можем. И это было доказано в 80-х годах прошлого века, когда был проведен еще один эксперимент, как раз в разгар войны между Израилем и Ливаном. Результат оказался, мягко говоря, статистически значимым. В те дни, когда количество медитирующих было наибольшим, уровень конфликтов снижался на целых 80%. Сколько жизней это могло бы спасти? После проведения экспериментов был сделан еще один довольно масштабный вывод. У всех людей, оказавшихся в географической близости от такой медитирующей группы, произошли значительные изменения в физиологическом состоянии, такие как улучшение когнитивных функций, снижение уровня кортизола в плазме крови, также известного как гормон стресса, повышение уровня серотонина в крови, биохимические и нейрофизиологические изменения. На практике это означает, что их здоровье и эмоциональное состояние улучшилось во время эксперимента. Точка в точку. И что из этого следует? Вот так. Но были ли проведены другие эксперименты,
которые еще глубже изучают этот эффект, и есть ли научное объяснение. Как так получается, что когда большое количество людей сосредотачивается на одной конкретной идее, поле действительно закручивается вокруг них, и реальность меняется? Помимо научно проведенных экспериментов, существуют науки, которые занимаются этими вопросами. Одна из них называется, известна нам как теория глобальности. Очень важный момент и достижение для всех нас, людей. Было сделано много важных выводов и дано много важные ответы на вопросы, которые мы только мечтали задать. Одним из самых страстных исследователей эффекта Махаричи и влияния техники групповой трансцендентальной медитации на общество является доктор Джон Хейгел. Общество является доктор Джон Хагелен, квантовый физик, который объясняет, как сознание работает на ядерном уровне. Сам Хагелен принимал участие в исследованиях, связанных с положительным влиянием групповой медитации. Наиболее масштабное из них было задокументировано в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы не верим, не так ли? Как и пол нашего неверия. Там же статистика показывает, что каждый год в летний сезон уровень преступности возрастает. Это объясняется тем, что когда температура становится выше, люди остаются на улице дольше. Они более нервные и возбужденные по сравнению с другими временами года и чаще попадают в конфликтные ситуации. Такие тенденции наблюдаются каждый год, исключений пока нет. Пропажа. Большое количество практикующих медитацию в этом году. Изначально конкретное число было определено в 2500 человек, но к середине исследования их стало 4000. Именно тогда было зафиксировано самое значительное снижение преступности. Заранее намеченный конечный результат 20% снижение был превышен еще на 5%. Для того, чтобы исследование было абсолютно достоверным и четко сформулированным, ученый сотрудничал с местным полицейским департаментом, Фебере и 24 независимыми криминологами, социологами из крупнейших институтов, включая Мэрилендский университет, Техасский университет и университет Темпл. Все единодушно пришли к выводу, что результаты исследования поразительны. Основываясь на этом исследовании, Хагелен предсказывает множество других положительных результатов для сложных систем, таких как ураганы и рынки фанди. Он объясняет этот феномен принципом конструктивного вмешательства. То есть согласованное воздействие множества триггеров приводит к большему эффекту, к большему воздействию. Не случайно Винни-Пух напомнил мне и сказал, что чем больше, тем больше. Позвольте мне объяснить. Представьте, что несколько колонок играют одну и ту же музыку. Звуковые волны от каждого источника объединяются и создают большую волну. Мощность этой объединенной волны пропорциональна квадрату числа динамиков. То же самое можно сказать о любой группе людей с когерентными излучателями, например, антеннами или медитирующими людьми. Это объясняет, почему для получения большого эффекта достаточно квадратного корня из определенного процента населения. Большой эффект. Еще одно примечание. Квадратный корень из 8 миллиардов человек, то есть, допустим, сейчас население планеты сверху донизу составляет 80 тысяч человек. 80 тысяч человек вместе взятых изменить весь ход развития человеческой цивилизации. 80 тысяч человек. В Болгарии есть много городов с гораздо большим числом жителей. И действительно, нужно столько людей по всей планете, чтобы изменить ситуацию более радикально. Не будем говорить об этом, потому что все меняется каждый миг. Ну да, изменение, реальность на действительно более открытую, более доступным и более принимающим миром. Хагелен также обнаружил, что при перемещении ума в пространство без объектов, как во время медитации, он соединяется с полем чистого, неограниченного творческого потенциала, что положительно влияет на нашу жизнь, изменяя нас, нашу индивидуальную и коллективную реальность, соответственно. Эта его теория находит более широкое объяснение в теореме,
которую мы уже не раз рассматривали в эпизодах этой серии. Это Джона Бео. В 1964 году физик Джон Стюарт Бео опубликовал математическое доказательство, которое подтвердило концепцию так называемого эфира или эфира, так же, как он подтвердил его существование. Согласно этой теореме, субатомные частицы связаны между собой способом, который выходит за рамки пространства и времени, так что то, что происходит с одной частицей, мгновенно влияет на все остальные. Вот вам и теорема Белла. Каждая частица, каждый элемент во Вселенной связан со всеми остальными. Это означает, что частицы связаны друг с другом мгновенными отношениями. Даже если теория относительности Эйнштейна утверждает, что ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, теорема Белла утверждает обратное. Она показывает, что взаимодействие между частицами может происходить быстрее скорости света, то есть быть сверхсветовым. Теория относительности также подтверждает существование эфира и его связь с медитацией. Очень важное дополнение, обратите на него внимание, пока мы еще находимся на этой волне. Сны, прогрессии, медитации и интуиция – это параллельные реальности за пределами тех, которые мы приняли и к которым привыкли. Это информация из квантовой смеси индивидуальной ДНК, которую мы готовы исследовать, если позволим себе это. Мозг – это трехмерный игрок, синхронизирующий квантованную ДНК. Он является приемником информации, преобразующим ее в электрические сигналы. ДНК – это единый синхронизированный разум выбора, жизненной энергии, автоматических правил и законов, дыхания, системы кровообращения, гравитации и так далее, частот окружающей реальности и результат того, как мы принимаем взаимодействие с этой реальностью. Хорошо известно, что благодаря своей электрохимической природе мозг создает электромагнитные поля. Электромагнитная сила лежит в основе практически всех явлений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Говоря научным языком, все силы взаимодействия между атомами можно свести к воздействию электромагнитной силы на электрические заряженные протоны и электроны, из которых они состоят. Говоря простым языком, мы можем взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой, или, как выразился Никола Тесла, если вы хотите понять Вселенную, думайте в терминах энергии. Часто и вибрации. Если вся энергия вокруг нас, а мы вибрируем и настраиваемся на более высокие частоты, направленные на вибрацию любви, на вибрацию честности, на вибрацию поиска, открытия, подъема, принятия, исследования, тогда мы всегда движемся к эволюции. Всегда расширяем свои возможности, свой личный диапазон и всегда имеем возможность исследовать неизвестное. И мы это делаем, чтобы найти любовь, трубу и вдохновение в каждой маленькой детали, которые мы получаем, дается нам в нашем собственном уникальном виде. Об этом также говорят такие понятия, как эгрегор, ноосфера и ионосфера, не относящиеся к геофизическим явлениям. Для тех, кто не знаком, понятие ноосферы было введено русским ученым Владимиром Вернадским, согласно которому коллективное сознание и мысль образуют невидимый слой, который переворачивает Землю, который влияет на физическую и биологическую реальность. Ноосфера, согласно учению, объединяет все интеллектуальные и духовные усилия человечества, создавая единое поле знаний и сознания. Вернадский утверждает, что ноосфера – это следующий этап в эволюции планеты, где сознание и интеллект человека играют ключевую роль в преобразовании Земли. Ноосфера также рассматривается как слой земной атмосферы, содержащий высокую концентрацию ионов и свободных электронов, которые в контексте коллективного сознания представляют собой невидимые информационные поля, окутывающие Землю. Эти поля представляют собой глобальное сознание или вид телепатии между отдельными группами людей,
чьи мысли и энергии могут соединяться и взаимодействовать на глобальном уровне. Эгрегор как часть концепции древней философии, каббалы, а позднее юнговской психологии коллективного бессознательного, также по сути выражает коллективную энергетическую форму, созданную общими мыслями, состояниями, эмоциями и верованиями всех людей и элементов на планете Земля. Все эти учения и философии приводят нас к одному выводу. Наше сознание, наши мысли, наши эмоции, наши установки, наши убеждения формируются энергетически. Квантову, назовем это поле, которое влияет на материю, которое мы понимаем как реальную, твердую, как статическая текучесть. Настало время спросить об этом каждого из нас в отдельности, с достаточной сосредоточенностью и вниманием, что такое эгрегор, какое коллективное поле мы создаем своими ежедневными мыслями, и что мы создаем в момент, во что мы верим, во что именно мы верим, каковы наши установки и как именно и из каких кирпичей мы строим свои собственные святые. Подумайте хорошенько, о чем вы думаете в своей повседневной жизни. Я не знаю, делали ли вы упражнения, чтобы действительно задуматься о том, что вы думаете. Как бы то ни было, люди, я знаю, что это нелегко, я знаю, что мы все очень заняты, но остановитесь на мгновение. Остановитесь на мгновение, остановитесь утром, когда вы встаете с постели и умываетесь, и подумай, какие мысли я хочу поставить перед собой сегодня, в этот день, что я хочу, чтобы со мной произошло, что бы я хотел, чтобы произошло, как я хочу быть настроен сегодня. Сядьте и подумайте об этом. Слышу ли я свои мысли, насколько я понимаю свои мысли? Если я и думаю одно, а говорю другое, или я и думаю одно, а говорю другое, и оно становится третьим, или я и думаю одно и говорю то же, и при этом делаю другое и делаю третье. Идет ли эта тройка единств так, как надо, или я где-то сбился с пути? Если я сам могу понять, где я сбился с пути, позвольте мне остановиться, чтобы увидеть, что это такое, как один из моих собственных хирург лично к моим мыслям, и очистить, исцелить эту ситуацию, чтобы я мог легче сосредоточиться и осознанно выбирать и решать за себя, какие мысли приходят в мой разум и в мой собственный сад, на какие из них обращать внимание и какие поливать, а какие, чтобы их. Ибо я сужу, что нет ни одного пространства. Ведь даже бессознательно мы строим и создаем, мы все связаны и оказываем глобальное влияние на другими. Согласны ли мы с этим, хотим ли мы этого или нет, на глубоком энергетическом уровне, через наши мысли. Эффект Махариши показывает именно это, как индивидуальная практика трансцендентальной медитации может оказывать значительное полутворческое и коллективное влияние на общество. Возможно ли, что благодаря такой медитации мы уже переживаем переход эволюции сознания, о котором Вернадский говорил еще в 1006 году, и что недостающим элементом для этого глобального изменения является медитация, которая не представляет собой ничего нового. Большинство естественных, наше состояние. Возможно, не случайно первые свидетельства о практике медитации датируются 5000 лет до нашей эры. Эти практики сохранились на протяжении тысячелетий и стали частью культуры независимых обществ и народов по всему миру в разные эпохи. О медитативных практиках цивилизации Инда найдено не так много подробностей, но немного позже веды успели завещать ценную информацию, что также привело к появлению эффекта Махариши. В ведических текстах существует еще множество описаний медитации древних. Например, они использовали священную мантру Гаятри, которую произносили 3 раза в день с многочисленными повторениями. Ритуалы древних египтян включали в себя визуализацию божественных фигур или сцен из потустороннего мира.
В книге мертвых, служащей сборником ритуалов и заклинаний, описывается еще одна важная часть их практики – внимание к амулетам и символам, которые служили точками сосредоточения для медитации и защиты души. Особые позы и жесты усиливали медитативный эффект и помогали настроить тело и разум на состояние духовного осознания, готовность к чему-то к пути к себе. Хотя первые следы китайской культуры появляются почти в то же время, их древние тексты, такие как Цзин, фиксируют медитативные ритуалы, значительно отличающиеся от ритуалов Древнего Египта. Древние китайцы, например, понимали медитацию как состояние неподвижности. Даосы считали, что правильное дыхание и контроль над энергией ци необходимы для достижения гармонии и равновесия. Они также описывали практику предсказания будущего путем подбрасывания монеты или палочки, после чего рисовали гексаграмму и толковали ее. В истории зафиксировано множество других интерпретаций и методов медитации, начиная с шаманских традиций и заканчивая современными религиями и философиями, в том числе молитвы, мантры и особые ритуалы. Последние часто включали в себя хвалебные песни, особые жесты и отвары различных растений, которые, как считалось, увеличивали жизненную силу и связь, со всеми уровнями бытия. Все это заложило прочный фундамент, на котором современный человек, чтобы продолжить и создать новую страницу в эволюции нас. Здесь, дальше в нашем развитии как вида, если хотите. По мере того, как мы передаем индивидуальное благополучие, удовольствие, наслаждение на коллектив. И коллектив такому. Пора уже перестать думать только о собственных задницах, так сказать, мягче, по-булгарски. Пора действительно заглянуть в окно соседа и дать то нужно нашему другу. Не просто так, а для того, чтобы мир стал лучше. Ведь если мы поможем тому, кто рядом с нами, завтра он сделает то же самое. Он сделает это со следующим. Следующий сделает это со следующим, и в какой-то момент мы не поймем, достаточно ли мы наступательны. На самом деле, насколько огромное влияние мы имеем в руках, не так ли? И если мы подумаем об этом и установим частоты любви, перемен, принятия, понимания, благодарности, вдохновения и воображения, это всегда рядом с нами, всегда, чтобы измениться в лучшую сторону. Я не думаю, что кто-то из нас хочет что-то изменить. Но как современный человек может добиться перемен на глобальном уровне? Все мы хорошо помним поговорку «птица не делает весну». Но весна начинается с первого пения птиц. И именно она возвещает о других когерентных излучателях, которые несут за собой смену сезона. Говоря иначе, все зависит от каждого из нас в отдельности, и каждый имеет значение. Каждая частота отражается в пространстве и соотносится с частотой всех других, причем со сверхсветовой скоростью. И то, как мы влияем, полностью зависит от частоты, которую мы излучаем. Напоминаю вам о 4-м законе существования. Что бы вы ни излучали, вы получите в ответ. Поэтому единственное, что я хотел бы вам посоветовать, это быть осторожными с тем, что вы передаете. Будьте внимательны к тому, что вы излучаете, даже к себе, к тому, что вы видите, к людям в повседневной жизни, на предметы, на животных. Следите за тем, что вы излучаете. Слово «излучение», жест — это излучение, брендинг — это излучение, действие — это излучение, взгляд — это излучение. Все — это вибрация, все есть энергия, и все возвращается как бумеранг в самое непредсказуемое время для нас. Я сам пережил это достаточно раз, чтобы... Я глубоко убежден в этом. Как и у радиоприемника, у каждого из нас есть разные диапазоны частот, которые играют роль различных радиоприемников.
Например, во время повседневной деятельности и в состоянии, которое называется полным сознанием или аналитическим умом, мозг работает на бета-частотах. Когда мы находимся в состоянии стресса, его электрическую активность можно сравнить с плохо сыгранным оркестром. Во время медитации, однако, мозговые волны смещаются в сторону альфа и тета-частот, что приводит к более синхронизированным состояниям ума. В переводе на практический контекст эффекта Махариши это означает, что успокоение нас самих приводит к заметному улучшению эмоционального и психического состояния окружающих нас людей. Поворачивая свое тело, можно сказать, вовнутрь и за его пределы, существует квантовый мир молекул, атомов, кварков, лептонов, который представляет собой единое поле чистого и универсального сознания. До недавнего времени существовали теории, согласно которым помимо частиц и сил, известных нам как гравитация, электромагнетизм, существуют и другие силы и частицы, которые взаимодействуют с нами только гравитационно и не оказывают никакого влияния на наше существование. Они при взаимодействии снова оказывают влияние, но идея заключается в том, что Марина Якоби в специальной серии, которую мы с ней делали, очень подробно и конкретно представила именно эту идею гравитационного и магнитного поля вокруг нас, вокруг изменения наших полей. Когда мы делаем новый выбор, мы печатаем новые кадры, так что смотрите эпизоды с нашей подругой Мариной Джакови, они чрезвычайно интересны, вне времени. Вы всегда можете включить их и наслаждаться ими, потому что она необыкновенный человек и... Вы сказали, что мы еще не снимали? Правильные расчеты доказывают, что наши отношения не только гравитационные, но и электромагнитные. Это значит, что вокруг нас существует целый неведомый мир. Легче всего представить его в виде света, который существует вокруг нас, от которого мы сами и самих себя. В этом освещенном мире существуют неизвестные механизмы, предметы и явления, которые находятся всего в нескольких герцах от нас. На этом уровне реальности качество пространства способны вобрать в себя необычные переживания. Оно не поддается теории причинно-следственных связей Эйнштейна. Другими словами, фантомный мир, все, что может произойти, происходит. Таким образом, вы можете влиять на вещи как в прошлом, так и в будущем, потому что и то, и другое одинаково иллюзорно. На практике и то, и другое не существует, поскольку все существует в одном времени, здесь и сейчас. Возможно, это звучит как сцена из научно-фантастического фильма. На самом деле, как я уже не раз говорил, это чистая математика. Как бы я ни не понимал математику, это чистая математика. Мир, который я вам описал, называется теорией суперструн. Ее понимание объединяет все частицы и фундаментальные силы в природе в одну теорию, моделируя их как колебания микроскопических суперсимметричных струн. Она считается одной из самых многообещающих доктрин квантовой гравитации. Она предполагает, что мы живем в пространстве, которое пересекают короткие пути, обеспечивающие мгновенную связь на огромных расстояниях, где время не является фактором. Если предположить, что на базовом уровне нашего существования мы все тесно связаны друг с другом, становится очень легко понять, как мы влияем друг на друга. И когда мы соединяемся с этим единым наполем, мы оживляем это единство. Именно в нас есть гармония и согласованность, согласие, общее в коллективном сознании всех нас. Вопрос, однако, который остается, как мы выбираем испытать этот единство, которое мы выбрали. Как мы выбираем, как ощутить это взаимодействие, это единство, этот чудесный сон, эту безупречную шахматную партию, эту радостную детскую игру света. Какой способ мы выбираем, чтобы испытать то, что мы выбрали? Поклон, спасибо, что снова были с нами. И это был эффект Махариши. До скорого!